Ребята, всем доброе утро, всем хорошего, позитивного дня. Девочки, уже 2 дня вынашиваю мысль о том, что нужен полив в этой локации. Сейчас буду разбирать, уже начала разбирать эту локацию. Посмотрим с вами, что тут у меня растет, кто как цветет, что новенького. Разберем, пообщаемся, пополиваем и посмотрим, кого надо поливать, а кого не надо. Вот смотрите, уже сняла первые 2 красотки. Гляньте, 3 бутончика пилоричных. Девочки спрашивали, что такое пилорики. Девочки, вот перед вами пилорик. Это трилипс. Мутация в виде трилипса. Красавчик. Он у меня в 12 горшочке, уже мною пересажен. Это азиатский подросток в недавнем прошлом. Уже повзрослее стал. Называется Soga Diamond Trilips. И у Soga Diamond, в принципе, ситуация не критична. Можно было бы еще отложить полив. Видите, я подписала прямо на горшке. Но так как мы уже решились, то мы его польем. В этом сезоне у него вот такой цветонос. Я его вот так, девочки, загнула, прихватила. Уже можно вот эту конструкцию, конечно же, снять. Жорочка, ты пришел поливать? У Жорки не видно даже глаз. Так, девочки, уже его шевелюра выросла. В общем-то, смотрите. Я сейчас отпущу вот эту всю конструкцию, сниму, и он так уже и останется. Потому что уже я его сформировала в самом начале пути. Вот я его отпустила в свободное плавание. И вот так это выглядит. Ну, не густо. Он молоденький. В прошлом сезоне, девочки, я вспоминаю, сколько же было бутончиков. По-моему, тоже 2-3. Но он доращивал. Я вижу сейчас опять он тоже доращивает. Красавчик. Красавчик. Кому нравятся такие трилипсики. И вы знаете, очень часто хотела открыть, не получается. Мутация попадается именно трилипса. Девочки, адаптировался с большим трудом, тяжело, но сейчас более или менее уже стал себя чувствовать более или менее нормально. Расскажу, как я именно этот фаленопсис поливаю. Я наливаю, девчонки, в кашпо немножечко водички вниз, буквально пару сантиметров. Вот так вот. И его погружением опускаю, и он пьет. Вот так оставляю, и он себе пьет. Красавчик. Так, еще одна орхидея, фаленопсис. Я вижу, в принципе, полив нужен, потому что горшок уже не сильно тяжелый. Ну, все же может и потерпеть. Но я не могу ни охать, ни вздыхать, когда вижу эту красоту. Недавно смотрела видео цветовода, любителя хой, ну, по совместительству и любителя орхидей. И он, знаете, с таким восторгом рассказывал, что ему в магазине, где-то в Европах, попался вот такой красавец. Его аж трясло от счастья. И он говорит, это же сезам, это же сезам. И я разделяю его восторг, потому что это же, девочки, сезам. У меня в этом году вот такая вот ветка. Ну, думаю, он может и красивше, и побогаче. И что я сделала? Я вам уже показывала. Надо убирать эту поддержку. Но я думаю, что он может завалиться. Да? А может уже и нет, девочки, сейчас посмотрим. Думаю, что оно... Да, здесь ему будет тяжело стоять без опоры.
цветонос тяжелый. Нужна небольшая, наверное, палочка. Но, в принципе, я могу вот эти все приспособления убрать. Смотрите, какой он с тыльной стороны. Беленький, красивенький. У него в этом сезоне цветения 5-6. И вот 7-й бутончик. Но это плотный, нарядный, достаточно крупный. Ой, красавчик, который очень долго держит свои цветочки на себе. Класс. Я, конечно, вообще рассчитывала на большую ветку, но вот он мне вот так вот немножко в разные стороны цветы. Он мне вот такой подарок сделал. На окошке здесь стоит, это все жители подоконника. Девочки, он великолепный. Он просто вау. Тяжелая такая гроздь. Каждый цветок такой тяжеленький, плотный. Вокруг колонки неоновая серединка. Девочки, нагоняю вам аппетит на эту красоту. Если будете видеть сезама, берите. Это обычный, это не ред. Еще есть ред сезам. У меня обычный. Мне нравятся вот эти пуговки, носики белые, на фоне красной яркой губы и колоночки прекрасные, неоновые. Слушайте, да? Красота. Что сказать? Красота. Значит, как я его поливаю? Он у меня в классической системе с поддонцем. Я вот так просто подальше от шеи лью. На поверхности уже много пропавших корней. Но будем считать, что это будет в какой-то мере удобрение. Все это разлагается. Все это является пищей для микроорганизмов, которые расщепляют эту органику. И продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов с удовольствием лопает орхидея. Так, вот я налила, по-моему, я уже перестаралась. Вот видите, пока в поддоне не появится водичка. Пускай он стоит, красавчик. Видите, какой интересный. Просто вау. Так, посмотрим, кого надо здесь еще полить. Слушайте, ну вот, все никак не успокоится этот красавец Stone Dance. Все никак не успокоится, все цветет. Еще один бутончик решил дорастить. Слушайте, ну Stone Dance надо где-то в тенечке показывать, не на солнце. Он очень мелкий цветочек. У него в родителях Эквестрис. Слушайте, что-то на жорке фокусируется, на цветочке не фокусируется. Но он очень крутой. Когда их много, это уже доращивает, девочки. Когда их много, это намного красивее. Так, он у меня вот так в закрытой системе. Видите, уже пошел рост корней. Сейчас немножечко капну водички. Тоже был у меня проблемный. Долго не мог адаптироваться. Но регулярно цветет. Я такие фаленопсисы вот аккуратно наливаю там на сантиметр водички. Там внизу уже корневая. И вот так оставляю. Не мочу вот так все компоненты грунта. Там все само намокнет через пару часов. Красавчик. А гляньте на это. Гляньте на эту роскошь. На этот размер. Сезам и Stone Dance. Это невероятно. Так. Хатуюки моя отцвела. После пересадки чувствует себя неплохо. Растит один лист. Новый там появился, смотрите. Короче, хатуюки растет. Умница. Я в горшочке бусинки вот так проливаю, девчонки, по краешку. Пока водичка там не появится в этом блюдце. И главное не перелить, чтобы потом не было на подоконнике, на столе не стояли лужи. Я думаю, этого достаточно. Все. Она себя неплохо чувствует. Молодец.
Ой, сейчас. У меня ж тут целых 3 бутона. Вы что думаете? Все узнали его? Все его узнали. Разворачивайся. Вот он. Мини-марк, девчонки. Слушайте, он уже так выгорел. Нету этих веснушек на цветочках. Чего ж ты так выгорел? А ну увеличим. Вот такой красавчик. Видите, повыгорал на солнце. Чумазый. Он восстанавливается в этой прекрасной банке с камнями. А здесь, кстати, мокро. Видите? Девочки, всю зиму стоял на подоконнике. Ничего не замерзло, ничего не отмерзло. Все нормально. Главное чуть-чуть поливать. Но сейчас поливать не будем. Веломен мокрый. Видимо, здесь недавно был полив. Короче, я такая довольная, что мой мини-марк очухался. Молодец. А то ну никак не хотел расти. Камешки принял. Чего не скажешь о моей змеиной коже. Она замерла. Ну, надежды есть. Есть корни, есть центр роста. Ждем-с. Терпение у нас у архаманов чумачечее. Без этого в нашем деле никак. Поэтому стоит, и мы на нее возлагаем надежды. Надо мне с этой орхидеей тоже, девочки, разобраться. Но она вроде вот растет. И, кстати, она влажненькая. Это Giaca Summer Love. Видите, сколько она корней наплела здесь в горшочке. Но я пока не пересаживаю. Корни уже сделали, смотрите, круг и пошли наверх. Скоро, наверное, повыходят на поверхность. А может и не повыходят. Она мне так вот в чашечке кошечки. Я вот так ставлю. Немножко водички наливаю, и она пьет. Но сейчас я не буду поливать, потому что, видите, там влажно, и веломен у нее... Веломен. Да, правильно сказал. Веломен. Влажный. Вот так вот. Видите, листики растит. У нее сейчас вегетация. Ей надо больше удобрений с азотом, чтобы выросли красивые листики. Вот корень растущий, везде растущие корни. Ну, не будем ее тревожить, пусть в этом горшочке так и живет. Это я ее из мха достала, девчонки. Она еще ни разу не цвела. В 1,7 малявка приехала, начала капризничать, я ее достала из мха. И вот так коры насыпала, стаканчик 2,5. Ну, так она нормально растет. Ну, если это можно назвать нормально. Ну, учитывая то, что она до этого вообще не хотела ничего растить. Так, вот он, красавец. А ну посмотрим. Ты уже легенький такой вообще. Уже видно, что корешки посохли. Легенький. Ну ты красивенький. Это роттердамчик. Видите, какой красавчик. Роттердамчика, девчонки, надо полить. Ой, я смотрю на время, мне еще 10 минут. У меня урок английского. Понедельник сегодня. Так. Вот так, в одну только точку лью. Пока не долью вот до этой вот границы. Там, где начинает увеличиваться горшок. Он, кстати, много, девочки, пьет. Он такой любитель. Вот видите, сколько я налила там? О, я думаю, что этого ему будет достаточно. Скажу вам, что это сверху детка. То есть у него выгнилась, испортилась серединка. И вот один цветонос, вот этот мамкин, то, что от мамки осталось, 3 пары листьев, с этой стороны 2 пары, вышла детка в середине. И вот этот цветонос уже деткин. Представляете? Какая красота, надо будет всех попротирать. Попротирать. Пыльно. Сейчас, кстати, у нас такой сухой воздух, и влажность вообще очень невысокая. Сейчас я вам скажу, сколько. Ну нет, тут 40% влажности, но тоже маловато. Мне очень нравится Роттердам. Часто вам его показываю. Так, моя беляночка. Тоже выбражуля. Моя первая орхидея.
Ну, в камешках растет. Что там? Сухо уже у тебя? Вот, в плагроне. Плагрон это такой, девочки, кто спрашивает, это керамзит. Здесь, кстати, капелька удобрения органического. Хотя желательно, по-моему, органический тоже. Видите, доливаю вот до сюда. Вот. Желательно, конечно, орхидеи поливать не органикой, а минеральными добавками. Ну, сегодня органический компонент. Вот так, девочки, оставляю. Сейчас шарик к шарику передаст по всей поверхности водичку, и будет орхидейки счастья. Так, ой, вот этот же мой красавчик. Я его обожаю, обожаю, мой Биг Бенг. Давай на солнышко, ты красивый на солнышке. Видите, как долго держит цветочки? Ну, в принципе, сейчас это тоже давно держит, и это давно держит. Так, Биг Бенг. Биг Бенг у меня тоже очень сильно просох. Просох вообще, просох здоровски. О, корневой рост начался. Нижние листики отмирают. Девочки, вот этого не боимся. Это листики, которым уже больше 2 лет. Очень часто бывает, что орхидея начинает вегетировать, еще даже с цветочками, начинает чувствовать весну. Увеличился световой день, потеплело. И она постепенно заканчивает, вот так вот достаточно, свой процесс цветения. Начинается рост листьев. Вот здесь новый листик растет. Потихонечку начинается рост корней. И она еще поддержит какое-то время на себе цветочки, но в итоге уже, видите, они становятся такие от времени не такие яркие. И постепенно орхидея уже заканчивает свое цветение. Слушайте, мы с вами так быстро все тут разобрали. Ой, я вам показываю Golden Leo красавца. А вот этот Big Lip Jingle, или как он называется, он у меня в этом сезоне цвел, но не сильно так шустро. Я, кстати, ему, девочки, сделала фитиль. Видите? Сделала фитиль, и он там стёрпает водичку. Я через верх его поливаю. Он имеет рыхлую посадку. Так, сейчас, подождите, фитиль у меня почему-то вот так надо, чтобы упал на дно. И он фитилечком, по фитилечку водичка поднимается. Он мало цвел. Аладдин Кис, по-моему, он называется. Такой розовый, приятный биглипчик. Ну, вот я сейчас добавлю чуть-чуть сверху, и там водички добавится. И он будет иметь доступ к водичке, и все у него хорошо. Видите, какой у него интересный кустик? Листики вот такие всякие закрученные. Все-таки это тоже относится к орхидеям. Биглипы относятся к орхидеям с мутацией. Как бы биглип это тоже мутация. То есть над стандартом поработали гибридизеры, фантазеры, и получился биглип. Вот здесь у меня тоже биглип. Так что вот так, девочки. Сейчас уже иду на английский, позанимаюсь и потом дополиваю вот эту часть. Так, здесь у меня, по-моему, недавно поливалась. Это моя Монтрё. Девочки, надо уже снимать утеплитель, уже тепло. Так, Монтрё. Ну, Монтрё уже просохло и требует срочной пересадки. Который год? Ну, мы с вами ее обязательно перевалим, спрячем вот эти корни. Ну, пускай немножко процветет. У нее частично часть цветочков с пилоричностью, часть у нее цветочков, видите, стандартиков. Есть цветочки. Здесь, видите, новый цветонос. Есть вот такой вот вариант. Ну, вот на этом новом цветоносе, конечно, стандартики получились. А на старом цветоносе, видите, пилорчики. Такие вот пилорчики. Но она яркая, и мне она нравится не за форму цветочка, а за плотность лепестка.
и за окрас, и за свою неприхотливость. Но я обязательно, девочки, ее перевалю, потому что уже все. Сейчас она молчит, ничего не растит, она цветет. И когда она тронется в рост, мы ее аккуратненько пересадим перевалкой. Ну, тут нечего-то делать. Это, видите, я мазала почки в надежде, что будет детка. Не вышло. Короче говоря, что тут ее? Разрезать горшок, и все, что упадет, то упадет, а что не упадет, то пойдет в посадку в новую, с добавлением нового количества коры. Как я ее поливаю? Точно так же, просто даже не в горшок лью, а можно, ну да, не в горшок, а лью в кашпо. Наливаю пару сантиметров воды, и так она вот нижними корнями подтягивает, да и пьет. Она, конечно, водохлеб еще тот, потому что на себе держит большое количество листьев. Смотрите, раз, два, три, четыре, ну 5 пар. Есть, конечно, фаленопсисы и покруче. Видите, сколько воды там. Надо уже помыть кашпо. Этого ей хватит надолго. Такая вот яркая красавица. Все, друзья мои, всех обнимаю. Спасибо, что вы были со мной и с Жориком. Мы с вами пополивали, посмотрели, как поливаю я в разных системах. И в неорганическом компоненте, и в органическом, и вот в классической системе с кашпо, и в закрытой системе классической кара-мох. То есть, в принципе, надо, конечно, смотреть, как какая орхидея реагирует на разные виды полива. И у меня на этой неделе, девчонки, полив вот этих вот 2 стеллажей и вот этой вот полочки. Кстати, я вам все сгрозилась показать орхидеи на этой полке. Я сейчас вам так кругом-бегом покажу. Вот эта красота цветет у меня. Ой, время уже, я опаздываю на английский. Бегу, девочки. Вот эта красота у меня. Медуза, смотрите, 2 цветоноса. Видите, какая? Вот это биглип с такой лопатой, белоснежный. Я его, девочки, смотрите, сейчас я вам покажу. Я его посадила тоже на фитиль. И он уже все выпил. Ёлки-палки. Здесь рядом с ним по соседству, у кого еще есть, красавица фронтера. Гляньте. Лимоша передает привет. Скажи, девчонки, привет. Вы за мной соскучились? Это же я, птичка. В общем, фронтерка. Очень плотная, классная орхидея, замечательная. Так, и вот эта шоколадка, которую все я вам обещаю. Шоколадка, не шоколадка, капучинка. А-ля каменная роза, но вот с таким вот интересным окрасом. Куст у нее, девочки, очень интересной конфигурации. Вот так вот листья, непонятно куда что растет. Тут я ее топсинила с перепугу, она листья скидывала. Но она вообще клевая такая. Но в этом сезоне какие-то мелкие цветочки. Мне кажется, что предыдущие сезоны цветочек был покрупнее. Вот такая, видите, похожа на каменную розу, но не каменная роза. Она у меня, девочки, без названия. А нет, биглип 1729. Похож на шоколадку. Март 23-го года. Вот смотрите, с 23-го года не шибко-то он и вырос, но цветет. Так что на этой приятной шоколадной ноте я желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего, друзья. Пока-пока. Видите, только 6 цветочков. Обнимашки.